With me. Всем привет, вы на канале Pigeon Polly, и сегодня у нас очередной обзор на заполненный скетчбук. Один точно такой же скетчбук мы с вами уже посмотрели, и это видео есть на канале. А теперь давайте приступать к обзору следующего. Чем мне нравится этот скетчбук? Наверное, тем, что у него очень хорошая бумага для акварели, и, конечно, его формат мне подходит. И это был первый скетчбук, где я осмелилась нарисовать человека акварелью. Тут очень крутая грануляция, мне нравится. Ну а идея портрета немножко отсылает к одной из картин популярной художницы из Инстаграма. Здесь я делала какие-то небольшие сводчи акварели, чтобы посмотреть, как она будет ложиться конкретно на эту бумагу. Что это была за акварель, я уже не припомню, к сожалению. Но выглядит в целом как-то так. Наверное, стоит в будущем делать записи, что это такое было за сводч, но иногда бывают такие моменты, когда вот надо срочно, прямо сейчас и сию секунду. И в такие моменты уже не до того. Этот скетч был сделан в осенний период. Я обожаю эстетику осени, я обожаю Хэллоуин, и поэтому, конечно же, кофе, булочки и тыковка. Мне кажется, получилось неплохо, но сейчас я смотрю на это и понимаю, что сделала бы какой-то другой фон, наверное. Это в таком стиле стикера. Рептилия. Снова тыква. Нет, опять рептилия. Вот. Не могу сказать, что я довольна этой работой, просто хотелось попробовать что-то новое. Я обычно не делаю лайн белым и, просто решила попробовать. Здесь я нарисовала маяк. Почему я его нарисовала? Я стала получать много открыток с маяками и решила, что нужно его изобразить. Тут у нас Полли, который занимается посткроссингом как раз. Этого рисунка, к сожалению, нету в стиле открыток сейчас, но все остальные открытки вы можете приобрести на сайте. Там также сейчас появился предзаказ на печать. А в ближайшее время появится вторая серия открыток с мистером Чу, если вдруг кому интересно. Тут какой-то очередной портрет в желтых тонах с енотом на голове. Не спрашивайте, что это было, как так вышло, просто что-то вот такое. На какое-то портретное великолепие я тут не претендовала. Это опять у нас какая-то булочка, что-то уже предновогодний сезон, много грануляций. Это был момент, когда я открыла для себя вот Ван Гог даст розовые, фиолетовые, зеленые и желтые я купила, по-моему. И они, конечно, крутые, тут ничего не скажешь. Это краски на оксиде железа, которые гранулируют очень сильно и создают вот такой вот классный эффект. Это можно в фонах использовать для создания каких-то текстур отдельных. Там, не знаю, какая-нибудь кожа какого-нибудь мифического животного. Все, что вам придет в голову. В общем, мне очень нравится. Это момент, когда я начала смотреть сериал «Книжная лавка Блэка» и вдохновилась им, и решила сделать вот такой вот рисунок. Позже есть еще картинка, где девочка возле новогодней елки, что-то там с собачкой, тоже в этой же тематике. Тут начались грустные события, которые до сих пор продолжаются, и, вдохновившись тем, что происходит, я нарисовала Полли, который прячется в убежище, укутался в какой-то плед, ест консерву с хлебушком, слушает радио и читает «О дивный новый мир» и Бродского. Вот так вот я себе это вижу. Какая-то лавка. По-моему, в этот момент я начала играть в Potion Craft игру и тоже вдохновилась ей. Решила что-то вот такое вот нарисовать. Неплохо, мне кажется, получилось, но я сейчас, конечно, больше деталей добавила бы, наверное, и доработала бы. Это одна из самых популярных картин, которую постоянно пытаются купить почему-то NFT-коллекционеры, которым я дико не доверяю. И, такой вот минималистичный зимний пейзаж. Это были моменты, когда я только пробовала рисовать по-мокрому и открывала для себя пейзажи,
пейзаж зимний, это всегда интересно, но сложно. Тут недорисованная работа. Возможно, когда-нибудь я ее закончу, но это не точно. Возможно, так она и останется. А это вообще один из первых Полли, который празднует Новый год у себя в кровати, ест вкусные салаты, мандаринки, смотрит телевизор и кайфует. Тут я искала разные идеи для того, чтобы снова рисовать Полли. Это какая-то зимняя тематика. Что-то где-то я увидела про такую куртку и решила, что нужно ее нарисовать. Она классно будет смотреться. Это Полли на кемпинге, но это, к сожалению, тоже открыткой не стало, потому что мне не понравилась детализация, и как-то сам объект главный потерялся на фоне фона, если можно так сказать. И последняя картинка последний рисунок в этом скетчбуке, но не по значению, это один из первых Полли, когда он пишет дипломную работу. Я в тот момент как раз ее писала, и этот рисунок можно приобрести в виде открытки на сайте. Это был культовый и знаковый для меня момент, очень тяжелый, но я его пережила. Если вы сейчас сдаете экзамены или уже сдали, посылаю вам лучи поддержки эмоциональной и надеюсь, что у вас все в порядке и вас не сплющило так, как Полли. Всем спасибо за просмотр этого видео. Нажмите там все, что надо нажать. Пишите в комментариях. И до новых встреч!